С вами Андрей, у нас NetHack. Сегодня я хотел бы рассказать про такой момент, как школа клириков, либо, как я ее называю, школа защиты. В эту школу входит заклинание защиты, заклинание создания монстров, заклинание снятия проклятий, заклинание создания знакомых, это у нас создание фамильяра, и изгнание нежити. В большинстве случаев похожий тип заклинаний, помимо магов и монахов, присутствует у престов и в большинстве случаев также можно некоторые скиллы у рыцаря увидеть, так как изгнание нежити, оно тоже присутствует у рыцаря. Собственно, начнем с книги заклинаний изгнания нежити. Книга заклинания изгнания нежити — это специальное заклинание для рыцарей. Ну, как сказать, специальное заклинание. С помощью определенной команды можно использовать, она называется таунт, если не ошибаюсь. Вы можете отгонять от себя нежить с помощью этого умения. Вот. Это заклинание имеет тот же эффект, что и жезл обращения нежити. Его наложение создаст луч, который наносит 1d8, это от 1 до 8, урона монстрам нежити, в которых он попадает. Удваивается для рыцаря с волшебным зеркалом Мерлина. Волшебное зеркало Мерлина — это квест в артефакт рыцаря, который выдается за прохождение квеста после 14 уровня. И пугает их, заставляет бежать, если они не могут оказать сопротивление, проверять. Сопротивление магии, имеется в виду, проверяется. Если монстр не сопротивляется магии, либо сопротивляется, но проваливает проверку сопротивления, он также обладает способностью восстанавливать мертвых. Заклинание, по сути, изгоняет нежить, как и воскрешает мертвых. То есть мертвого питомца, например, вашего, вы можете с помощью этого заклинания поднять. Как бы и сделала палочка. Такого же типа. Как и палочка, заклинание не очень полезное в атаке, особенно из-за его высокой энергозатратности. Кстати говоря, по поводу энергозатратности. Это 6-й тир заклинания и требует 30 единиц магии. Почему именно 30? Потому что первый 5, второй 10, третий 15 и так далее, до 6 уровня. Собственно, если 5 умножить на 6, будет 30 единиц магии оно требует. И направление у него луч. Соответственно, чтобы вы просто имели общее представление. Заклинание и палочка в основном используются для того, чтобы вернуть к жизни полезного питомца или освежить гнилой труп большого монстра, например, гиганта. Труп имеет срок годности, большинство трупов, кроме трупов нежити. Поэтому их не всегда можно есть. А благодаря этой палочке в теории можно оживить труп, то есть срок годности, который прошла больше 50 ходов, его можно, как тут указано, освежить, и тем самым вы сможете его съесть без пищевого отравления, которое на вас будет накладываться. Чтобы можно было безопасно съесть для получения свойств или повышения характеристик. В большинстве случаев свойств это... Там есть, смотря какой гигант, есть и огненный, там, собственно, сопротивление огню, там, ледяное сопротивление холоду и так далее. Повышение характеристик от гигантов в большинстве случаев попадается сила, поэтому если вы их едите, то с неким шансом вам придается еще некоторое количество сил, как вы могли заметить при моих прохождениях. Также, хотя теоретически его можно использовать для оживления драконов, чтобы получать еще один шанс бросить чешую, у врожденного дракона есть 1/20 шанс покинуть чешуйки, в отличие от обычных 1/3. Шанс в общем и целом не очень большой, поэтому оживлять особо нет смысла. Можно, конечно, попытаться, но опять же вы должны быть готовым встретиться с взрослой формой дракона,
То есть это явно не начального уровня. Ваш персонаж должен быть. Книга заклинания создания знакомых. Это, собственно, у нас также 6-й тир. Использует также 30 единиц магии. Он не направленный, то есть создает вокруг вас. Книга заклинания создания фамильяра позволяет вам изучить заклинание создания фамильяров. Это заклинание создает монстров рядом с вами. Оно имеет шанс 1/3 создать подходящего стартового питомца, смотреть ниже, и шанс 2/3 создать случайного монстра. Созданный монстр будет ручным, и его можно будет приручить и мирно в противном случае, то есть он не будет агрессивным. Типы домашних питомцев. Они соответствуют, собственно, всем стандартам мобам, которые появляются у персонажей. То есть, например, у рыцаря пони, у рейнджера собачка маленькая, у самурая собачка, у волшебника котенок, у пещерного человека тоже собака маленькая. Если вы не принадлежите никакой из этих ролей, но указали опцию тип питомца, вы получите питомца этого типа. Тип питомца прописывается в файле default. Если он у вас предпочтительный тип питомца присутствует, вот, например, в моем случае присутствует предпочтительный тип, это кот. И в большинстве случаев, если он у меня прописан, он именно будет задаваться. Если вы не принадлежите к одной из вышеперечисленных ролей, так пещерный человек, рыцарь, рейнджер, самурай или волшебник. В противном случае у нас будут равные шансы получить котенка или собачку. В целом, книга заклинаний создания фамильяров полезное одноразовое служебное заклинание, и, возможно, ее не стоит хранить в своем тайнике, если вы хотите создать больше питомцев в будущем. Однако, из-за своей высокой стоимости, сложности, 6-й тир все-таки достаточно сложное заклинание, как правило, не будет возможности разыграть ее раньше. Если только не наткнетесь на мантию заклинаний. Мантия заклинаний — это роба, которая, в большинстве случаев носят на старте монахи, также носят престы тоже на старте, поэтому эта роба позволяет вам кастовать магию, тем самым, лучше кастовать магию, то есть снижая штраф, который могли бы выдавать его. Поскольку домашних животных очень легко приручить. Домашних животных действительно легко приручить. Нужно дать им ту еду, которую они едят. Например, та же маленькая собачка либо котенок, они мясоеды. То есть им нужно дать любой мясной продукт, который у вас есть в инвентаре. А та же пони, она травоядное животное, соответственно, его нужно дать именно травоядное что-то. Поскольку книга заклинаний полиморфа может заменить эту книгу заклинаний, если вам повезет и вы не боитесь системного шока. Тут сложно сказать что-то. Не боитесь системного шока. Скорее всего, имеется в виду электричество, точнее взрыва. Принцип особо не меняется. Книга заклинаний полиморфа, это хорошая книга, но она к другой школе относится, мы ее сейчас разбирать не будем. В данный момент мы так называемую школу защиты разбираем, поэтому и разговор идет именно о ней. А о школе, получается, полиморфа будет в другом видео. Если вы произносите это заклинание не на достаточно высоком уровне, его можно будет использовать для принудительного создания желаемого питомца. Просто используйте его снова и снова, пока не получите то, что вам нужно. Бесполезных питомцев можно бросить на уровне, вероятно, исчерпает ваши магические запасы одного раза, но вам, вероятно, не придется бояться врагов во время заклинания, учитывая количество дружелюбных монстров рядом с вами, которые вы создадите. Если вы занимаетесь алтарным фармом, вы можете использовать это заклинание, чтобы вызывать питомцев, а затем убить их, уменьшая свою удачу, тем самым избежать коронации. По коронации это
на алтаре, когда вы приносите жертву, ваше божество вас может короновать, тем самым дать вам один из предметов, который вам положено по коронации. Вот, например, у монаха это книга восстановления способностей, у варвара, если не ошибаюсь, это клевер, двуручный топор. Вот. Ну, у остальных персонажей, соответственно, другие предметы по коронации могут быть. Это также приводит к потере записи о мировоззрении, но другие монстры, которых вы убиваете, должны вернуть ваше мировоззрение на максимум, прежде чем время молитвы снова достигнет нуля. Будьте очень осторожны и принесите в жертву труп бывшего питомца. Если вы дадите имя своему новому питомцу, его труп унаследует это имя, что позволит избежать этой ошибки. То есть, переводя на русский язык, вам нужно каждый раз называть питомцев по-разному, для того, чтобы не принести в жертву случайно своего питомца прирученного, потому что тогда ваше божество может на вас разгневаться, причем очень сильно. Да, коронацию вы, скорее всего, избежите, но и удачу тоже от вас уйдет далеко. Книга снятия проклятий не перевелась. Точнее, перевелась, но не полностью. Ну, в целом, по книге снятия проклятий, что я могу сказать? Эта книга, во-первых, она расходует 15 единиц магии и имеет 3-й левел. Она не направленная, соответственно, вы можете кастовать ее на себя. Она используется как заклинание, ну, как свиток снятия чар, непроклятой версии. Вот. Собственно, специализация это престов. Также, о чем я хотел поговорить. Вот, тут это указано, собственно, на базовом левеле вы используете как непроклятый свиток снятия чар в эффектах, это указано. А на скиллованной версии уже как благословленный свиток. То есть, чем выше уровень прокачки вашей школы, так называемой школы клериков, тем больше шанс того, что у вас более эффективно будет взаимодействовать это заклинание. Вот. Хотя заклинание можно снять проклятие с оружием, для этого на базовом уровне навыка или ниже требуется, чтобы у вас была хотя бы одна свободная рука. Поэтому неразумно для этой цели использовать двуручное оружие. Одноручное оружие можно безопасно снять с него проклятие, если вы не носите другой проклятый щит. Точно так же избегайте носить проклятую броню, которая значительно ухудшит вашу способность проносить заклинания. И остерегайтесь автопроклинающих шлемов. Автопроклинающие шлемы это могут быть так называемая дурацкая шапка, которая ваши статы убирает в ноль. Ну, то есть, как сказать, не в ноль, а она их вашу... Я про нее уже раньше говорил в одном из видео. Дурацкая, так называемая защита от пожирателей разума. Она ваш интеллект и харизму, если не ошибаюсь. Второй стат я точно не помню. Но в общем и целом ваши статы она на фиксированный уровень ставит, тем самым не давая возможность пожирателю разума забрать ваши статы. Но опять же, амнезию при этой кепке никто не отменял. Соответственно, сомнительное решение. С пожирателем разума вообще лучше не сталкиваться. Если вы с ними сталкиваетесь, лучше всего использовать смазку. То есть есть такой предмет, как банка смазки. Его стоит использовать для того, чтобы избежать щупалец этих пожирателей разума. Либо других морских монстров, которых вас попытаются утопить, когда вы будете находиться над водой. Для этого можно использовать амулет дыхания, чтобы вы не утонули. Использование амулета для снятия проклятий гораздо безопаснее, чем проверка на износ. Обнаруженный проклятый амулет души не позволит вам произвести заклинание и не может быть удален, кроме как посредством молитвы. Ну, амулет удушения это вообще самое опасное, поэтому амулеты
не стоит примерять на себя, если вы не узнаете, по крайней мере, проклятия их. Потому что в большинстве случаев игра вам подскажет. А еще лучше амулеты идентифицировать, потому что непонятно. То есть даже если у колец есть шанс того, что вы их очень быстро снимете, а вот амулет удушения вас просто шлепнуть может. Так называемое автопроклятие. На нем будет одето. У меня была такая ситуация. Вроде не проклятый амулет я о себя надеваю, и он оказался проклятым, и он не снимается. Для этого нужно идентифицировать предметы, прежде чем одевать. Особенно это касается амулетов. Кроме того, заклинание нельзя использовать для снятия проклятия с седла коня, вне зависимости от того, застряли ли вы в нем или нет. Ну, седло коня, собственно, вам нужно его снять будет для начала, либо кинуть в него склянку воды святой для того, чтобы снять. Поскольку у священников есть врожденные знания о красоте предметов, они могут легче обнаружить проклятые предметы. Ну, собственно, священники, так называемые престы, которые имеют способность отпугивать нежить, как и рыцари, собственно, они единственные в игре. Таким образом, специальной командой, таунтон называется, Таким образом, священник превосходно сортирует любые файлы с костями, с которыми они сталкиваются. Файлы с костями – это трупы ваших бывших персонажей, если они включены. То есть, если вы шли, то есть у вас новое прохождение, вы шли, наткнулись на так называемое существо, так называемого призрака или духа, там, хост, в общем, он называется в английской версии. Вы на него наткнулись, это ваш бывший персонаж, который... И, собственно, все его вещички, которые были при нем в данный момент, будут лежать. Ну, собственно, и то существо, которое вас убило в прошлый раз, оно тоже там будет присутствовать. Поэтому стоит быть внимательней и осторожней. Поскольку они могут эффективно расставлять приоритеты, снимать проклятие с добычи, используя заклинания для сохранения драгоценной святой воды. Ну да, проклятие можно снять святой водой, а проклясть предмет можно так называемой не святой водой. Но опять же, она у вас должна быть в наличии и желательно не в единственном экземпляре. Как минимум 2 штуки. А заклинание становится особенно полезным в середине и конце игры для противодействия заклинанию монстра проклятия предметов от вражеских заклинаний, например, личей, некоторых врагов квестов и волшебника Эндора. Ну, личей рекомендуется геноцидить, причем все типы, потому что, это крайне опасные заклинатели, которых нежелательно с ними сталкиваться. Враги квестов, у вас особо вариантов не будет, но вам, скажем так, враги квестов, вам нужно сопротивление к магии иметь и молиться на то, чтобы бой прошел удачно. Волшебник Эндора — это самый главный враг ваш в игре, который носит амулет свой одноименный, и который вас будет преследовать чуть ли не до конца. Когда вы получите амулет, он вас будет до конца преследовать, пытаясь забрать ваш амулет, и его желательно, конечно, геноцидить. Загеноцидить его не получится, его нужно в момент тогда сразу же убивать палочкой смерти или чем-нибудь похожим, чтобы он с вами как можно меньше взаимодействовал, чтобы он у вас ничего не смог вытащить. Свитки снятия проклятия становятся особо полезными резервным предметом, их лучше хранить в контейнере, чтобы они могли выскочить, когда вам помешают произнести заклинание. Книга создания монстров. Тоже неплохая книга, используется в большинстве случаев на алтаре, либо рядом с ним, для того, чтобы просто принести как можно больше существ в жертву вашему божеству, или просто перекинуть алтарь на другую полярность.
если это необходимо. Но иногда бывает так, что и ваш персонаж перелетает на другую полярность. У меня была такая ситуация. Поэтому по мировоззрению у меня есть отдельное видео, может, если интересно, полистать в плейлисте. Собственно, это второй уровень заклинаний, требует 10 очков магии. Он не направленный, то есть он создает, грубо говоря, вокруг вас, либо на вас. Но в текущем случае он вокруг вас будет создавать. Эквивалент — это свиток создания монстра, либо жезл создания монстра. Так называемый либо свиток, либо палочка создания монстра. По, собственно, свиткам у меня есть тоже отдельное видео. Там все типы свитков я собрал и рассказал о них в целом. Поэтому, если интересно, можете полистать. В NetHack книга заклинания создания монстра позволяет вам изучить заклинание создания монстра. Это заклинание жреца, так называемого клерика, второго уровня. И чтение книги заклинаний займет примерно 3 хода. Ну, количество ходов не критично. Да, там, как вы помните, в первом выпуске я говорил о том, что очень важно то, чтобы когда вам не мешали читать заклинания, когда вы читаете книгу, очень важно, чтобы, во-первых, она желательно была благословленна, чтобы у вас был 100% шанс ее прочитать. И чтобы вас никто не отвлекал, потому что если книги бывают разные, и, соответственно, вам могут просто мешать другие монстры, собственно, ее прочитать, тем самым, если они вас отвлекут, вы ее не сможете прочитать, тем самым запомнить текущее заклинание, которое вам необходимо. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы вас никто не тормошил какое-то время, по крайней мере. Случайно сгенерированные книги заклинаний имеют вероятность 3,56% оказаться с книгой создания монстра. Жрецы могут начать игру с книгой заклинаний создания монстра в качестве одной из своих 2 стартовых книг заклинаний. В то время как волшебники могут начать игру в качестве своей стартовой книги заклинаний, не используя силовые стрелы. Сложно сказать, но в общем и целом это у жрецов, собственно, и у волшебников эта книга может появиться в качестве альтернативной. Но опять же, заклинание хорошее. Создание монстра, поэтому священники с мировоззрением могут быть созданы с помощью книги создания монстра. Сложно сказать, что здесь написано священники с мировоззрением. Скорее всего, подразумевается то, что, просто вы с этой книгой можете быть созданы, собственно, священники, те же жрецы, по крайней мере, у них именно так они прописаны. При использовании заклинания создания монстра шанс 72-73 создания одного монстра или орду. Шанс 1/73 создать от 2 до 5 разных монстров, как и в случае с непроклятым свитком создания монстров. Как в случае, если свиток проклятый, соответственно, монстров будет в несколько раз больше. Уровень сложности монстров почти будет всегда равен вашему текущему уровню или ниже, а монстры, обычно генерируемые группами, например, орки или муравьи, будут считаться одним монстром для цели этого заклинания. Созданные монстры также будут враждебными или мирными в зависимости от вашей расы или мировоззрения. Собственно, что поэтому я хотел бы рассказать. Опять же, кого сгенерируют, там будет видно уже. Например, вы хаосник, соответственно, если вам сгенерируют хаосников, соответственно, они к вам будут, по крайней мере, нейтральны. То же самое относится и к благочестию, так называемый lifeful, и нейтралитету. То есть они изначально вас не будут атаковать, но они могут это делать, если у вас запись в мировоззрении, либо у вас кольцо, например, конфликта стоит и так далее. То есть там много нюансов. Книга создания монстров, собственно, продолжаем.
книга «Создание монстров» довольно нищевое заклинание, вспомогательное, малопригодное для большинства игроков в начале и середине игры. Монстры, которые он создает, это те же самые монстры, которые игра с удовольствием бросает в вас без всяких затрат ресурсов с вашей стороны. Если вы находитесь рядом с алтарем и у вас есть лишняя энергия, вы можете получить немного удачи или артефактное оружие, если заклинание создаст монстров, оставляющих трупы. Если заклинание создаст монстров, которые не оставляют трупы, соответственно, у вас не получится ничего, собственно, пожертвовать. А жертвовать, собственно, через команду offer. Команда все через решетку прописывается. Потенциальная выгода должна быть сбалансирована с риском вызова чего-то опасного, например, леокрота или стая муравьев-солдат. Муравьи-солдаты — это ужасные ребята, особенно в большом количестве. Они у вас просто... Это очень быстрые существа, муравьи-солдаты. А если еще и в стае, это просто трындец. Главное, не дайте себя зажать, когда вы со стаей муравьев столкнулись. Потому что у меня много персонажей погибало именно от муравьев-солдат. Именно от самих муравьев. Отпрыгивайте, телепортируйте, делайте что хотите, но сваливайте от муравьев-солдат. Они еще и ядовитые, то есть они вас будут бить ядом. Если у вас нет сопротивления к яду, вы, скорее всего, просто отъедете за пару их ударов. Особенно если только что вы потратили последние запасы магии на это самое заклинание. То есть у вас как бы защитной магии для того, чтобы кастануть на себя защиту, уже не останется. Персонажи, у которых мало еды, могут использовать заклинания для получения питания либо из трупов монстров, либо из их капель смертельных. Смертельные капли имеются в виду те же трупы. Если они смогут надежно провести заклинание, поскольку неудачное применение все равно сжигает 20 единиц питания. Как вы сами поняли, все заклинания сжигают вам количество еды. Им также понадобится монстр создан, чтобы иметь возможность оставлять трупы и убивать монстров, фактически получая указанные трупы, и надеяться, что безопасны для употребления в пищу и достаточно сытны, чтобы того стоить. Не волшебник является тут заклинанием полезным для питания до тех пор, пока не окажется глубина, где голод перестает быть угрозой. Самое эффективное заклинание в плане голода, на мой взгляд, вообще можно, конечно, кольцо медленного пищеварения одеть, либо съесть его. По еде, украшению у меня есть отдельное видео, если у вас вообще есть такая возможность. Также можно просто не думать, а, например, через камень в плоть сделать себе большое количество фрикаделек и с собой их таскать. Если ваш квест генерирует монстров с полезными трупами, заклинание может дать несколько из них быстрее, чем просто ждать их создания. Тут имеется в виду, скорее всего, что нужно идти на уровень квеста и гулять там, и вам квест сам подбросит каких-то монстров, которых вам нужны. Как и другие заклинания низкого уровня, это можно использовать в тренировке навыков жреческих заклинаний. Это, скорее всего, имеется в виду прокачка школы до более высокого тира, так называемый базовый, скиллованный, продвинутый и эксперт, собственно. Персонажи поздней игры, обладающие глазом Эфиопии, могут использовать заклинания для выращивания алтаря. Про выращивание алтаря сложно сказать. Скорее всего, имеется тот же самый принцип для пожертвования, для того, чтобы у вас просто ваше божество короновало. Глаз Эфиопии — это квестовый артефакт волшебника, и который используется, дает вам телепатию, если не ошибаюсь, регенерацию магии и сопротивление магии. Короче говоря, один из самых хороших артефактов если вы взаимодействуете с магией в большом количестве. Это очень хороший артефакт. Его можно пожелать, но он не является нейтральным артефактом.
То есть, если у вас другое вероисповедание, лучше желать другой артефакт, потому что вы, скорее всего, не сможете его использовать. Вероисповедание, мировоззрение можете познакомиться с соответствующей видео, оно присутствует у меня в плейлисте. Вымирание. Заклинание создания монстра является основным заклинанием для игроков-вымирателей, поскольку это, безусловно, самый надежный метод создания большого количества монстров для испытаний. Волшебники и жрецы не только являются наиболее искусными заклинателями на сегодняшний день, но также могут надежно фармить призраков, чтобы повысить их уровень и запасы силы. Но имеется в виду, скорее всего, с помощью этого заклинания создавать призраков, тем самым, при поедании призраков, если он вам оставит труп, и это не уровень кладбища, можно, собственно, создать призраков, тем самым их съесть, повысить свой уровень, запасы здоровья, запасы магии, запасы и так далее. Просто, как говорится, вы переходите на следующий уровень, максимальный уровень 30 его персонажа, если вам интересно. Волшебник-вымиратель заполнил целый уровень монстрами, неоднократно применяя заклинание создания монстра. Но это игрок показывает, собственно, что он большое количество монстров создал. Вот. Книга защиты. Одно из, на мой взгляд, одно из хороших заклинаний, причем оно еще и начального уровня, это прям вообще шикарно. Это заклинание первого уровня, стоит 5 единиц энергии. И оно является ненаправленным, то есть оно кастуется на себя, либо рядом. И книга заклинаний защиты позволяет вам выучить защитное заклинание в NetHack. Заклинание не связано с защитой, предоставляемой священниками либо молитвой. Что касаемо защиты молитвы, я, честно говоря, не знаю, что она может вам дать, но чисто теоретически молитва, если ваше божество над вами сжалится, вам дадут постоянную так называемую защиту. Ну а по священникам защита, это вы у них просто приходите и покупаете у них защиту за стоимость, собственно, ваш уровень, умноженный на 400. Но опять же, священник должен быть именно вашего вероисповедания, то есть мировоззрения так называемого. То есть, например, вы нейтральные персонажи, и священник тоже должен быть нейтральным. Как это узнать, вам нужно посмотреть на алтарь, который рядом с ним находится. В большинстве случаев он будет соответствовать тому, что вы ищете. То есть, например, вы первого священника, которого можно встретить в игре, когда вы только начали в нее играть, он будет в гномьем городе, в Майнтауне, так называемый. Чтобы в Майнтаун попасть, вам он рандомно переход сгенерируется на уровне со 2 по 5 в этот Майнтаун, и вам нужно будет опуститься на пару-тройку уровней вниз, собственно, в сам город. Там будут гномы и дварфы, мимо них вы просочитесь как-нибудь. И, собственно, придете в гномий город, и там первого священника вы можете встретить. Если вам повезет, а он будет вашего вероисповедания. Не повезет, значит, он будет другого. Переводить алтарь священника нельзя, потому что тогда священник на вас сагрится, и вас он просто убьет. Поэтому, если вы уж собрались переводить алтарь в другое, то лучше всего сначала убить священника, а потом уже переводить алтарь, потому что у вас по-другому это не получится сделать. Монахи имеют шанс 1/3 начать заклинание книги защиты. Это хорошее заклинание, оно крайне полезное. Много кастует на себя защиты. Можно кастовать неоднократно, то есть, что очень полезно. То есть, раза 2, 3, 4. Заодно она качает школу, так называемых клериков, что тоже очень полезно. Применение этого заклинания временно снижает ваш армор класс и
точное снижение зависит от вашего уровня опыта, количества защиты, уже полученной от этого заклинания, и вашего армор-класса перед применением заклинания. Защита стирается скоростью 1 очко каждые 10 ходов, либо 1 очко каждые 20 ходов, если заклинание было наложено экспертным мастерством. Ну, экспертное мастерство имеется в виду уровень прокачки вашего умения клерика. То есть на базовом уровне, либо на продвинутом скилле, так называемый, либо на эксперте. Чтобы посмотреть, какой у вас уровень, вам нужно использовать команду Enhance. Она прописывается через решетку. Ее можно найти именно там. Прожимаете решетку и там ищете эту команду и смотрите, какой у вас уровень владения. Не все классы могут, собственно, читать магию. Ну, как сказать, но заклинание вы, в принципе, сможете кастовать, но чтобы раскачать его, не у всех классов это получится сделать. Самый эффективный, конечно, из классов это маги, собственно, монахи, и ну вот, собственно, клерики, которые здесь присутствуют также. Для текущей школы они как раз подходящие будут. Собственно, также тут представлена формула. Точная формула для предоставления определенной защиты представляет собой ту из двух, где КД предыдущего заклинания, это КД, полученный в результате применения защитного заклинания. Другой КД равен минус 10 ваш КД, и кроме заклинания, включая все бонусы и божественную защиту. Собственно, тут идут расчеты, которые вам предоставляет нам человек, который он делал и рассчитывал само получение защиты от соответствующего заклинания. Вы можете ознакомиться с ним. Таким образом, когда вы получите 1.5 КД при первом касте, в зависимости исключительно от вашего уровня, а при последующих вы будете получать все меньше и меньше в зависимости от КД и уровня защиты. Собственно, первая графа это, скорее всего, ваш опыт, ваш уровень опыта, который у вас присутствует. Вторая графа это так называемый другой кондиционер, имеется в виду, скорее всего, ваш армор класс, суммарный ваш опыт от количества отливок. Получается, это ваш суммарный армор класс, и цифра 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, собственно, это количество раз, которое вы уже кастанули на себя это заклинание. Ну вот, собственно, я пользуюсь этим заклинанием, достаточно хорошее заклинание. Но я думаю, на начальные уровни особо смотреть нет смысла. Но факт в том, что, короче говоря, крайне эффективная вещь. Очень сильно она вам понижает армор-класс. Жалко, что временно, но все же. Да, собственно, на этом школа клериков закончилась. Дальше будет другая школа, поэтому на этом мы закончим. Всем спасибо, всем пока.